Эти материалы десятилетиями держались под грифом «секретно». Советский генерал Евгений Левинцов пережил клиническую смерть в закрытом военном госпитале. После возвращения к жизни он заявил: «Загробный мир реален», и он встретился с высшим разумом, который открыл ему правду о судьбе души и будущем человечества. Записи с его откровениями исчезли из архивов. Свидетели уволены или молчали. Только сейчас, спустя десятилетия, становится ясно: он рассказал то, чего боялась сама система. Когда сердце генерала Евгения Левинцова остановилось, он не ощутил никакого страха, паники или боли. Напротив, по его собственным словам, сознание внезапно приобрело абсолютную ясность, словно пелена, разделявшая мир физический и духовный, исчезла в мгновение ока. Левинцов отчетливо видел, как врачи вокруг его тела отчаянно пытаются запустить его сердце, как суетятся медсестры, как напряженно следят за монитором офицеры из отдела военной контрразведки. Он пытался привлечь их внимание, кричал, но вскоре осознал, что никто его не слышит, а тело, которое пытались оживить, более не принадлежит ему. Именно в этот момент он впервые увидел свое физическое тело со стороны, изможденное болезнью, неподвижное, беспомощное. Левинцов позже признавался, что был поражен тем, насколько легко он принял это новое состояние существования, без малейшего чувства сожаления или потери. Следом генерал ощутил себя перемещающимся сквозь стены и коридоры госпиталя, словно они больше не представляли для него преграды. Окружающая действительность преобразилась в странное пространство, лишенное привычных границ и форм, наполненное пульсирующим светом и движущимися тенями. Именно в этом пространстве он впервые встретил то, что позже назвал искаженными душами, сущности, застрявшие между мирами, окутанные хаосом и болью. Эти души, по его словам, выглядели так, будто состояли из сгустков неразрешенных эмоций и воспоминаний, которые не позволяли им покинуть мир живых. Они блуждали, бесконечно повторяя одни и те же действия, словно были привязаны к своим незавершенным земным делам. Левинцов с ужасом заметил среди них знакомые лица: солдат, погибших в Афганистане, офицеров, казненных во время чисток, даже своего бывшего командира, который исчез при загадочных обстоятельствах. Его потрясла глубина страданий этих душ. Они, казалось, были обречены переживать одно и то же событие снова и снова, зацикленные в мучительном цикле своих ошибок. Он пытался заговорить с ними, но быстро осознал, что никакого диалога быть не может. Сущности лишь бросали на него пустые взгляды и тут же возвращались к своему бесконечному циклу боли. Следующее мгновение он описал как резкий, яркий всплеск света, который полностью поглотил его сознание. Именно в этом свете он ощутил присутствие разума, настолько превосходящего все, с чем он сталкивался за всю свою жизнь, что Левинцов позже отказался называть его «Богом», предпочитая формулировку «разум вне материи». Этот разум был не человеком, не личностью, а скорее источником бесконечного знания, абсолютной мудрости и глубочайшей любви. Левинцов понял, что ему предоставлена уникальная возможность задать вопрос, и спросил единственное, что волновало его больше всего: что есть смерть и что происходит после нее. В ответ на этот вопрос генерал был мгновенно погружен в поток информации, которую человеческий язык едва мог передать. Смерть, как ему открыл разум, не являлась исчезновением или прекращением существования. Это был переход сознания на совершенно новый уровень бытия, на котором каждое действие и каждая мысль приобретали иную, высшую значимость. Он ясно увидел, что душа после смерти попадает в некое пространство оценки, где в абсолютной прозрачности проходит перед ней вся прожитая жизнь, мгновенно оценивается каждый поступок, каждое слово, каждая мысль. Здесь, в абсолютной ясности и без возможности самообмана, душа осознает реальный след, который оставила после себя на земле, и только после этого определения происходит ее дальнейший путь.
Левинцов осознал также, что души, отягченные злодеяниями, гордыней и неспособностью признать свои ошибки, не отправляются в условный ад или рай, вместо этого они застревают в междумирье, становясь этими самыми искаженными сущностями. Они сами становятся тюрьмой для себя, неспособные двигаться дальше из-за невозможности признать правду о собственной жизни. На этом этапе генерал ощутил мощный эмоциональный импульс, не просто знания, а ясного осознания того, как важно каждое действие, совершенное на земле, и как глубоки последствия наших поступков. Каждый поступок имеет вечное эхо, передал ему разум, и ты сам создаешь пространство, в котором будешь существовать после смерти. Вернувшись обратно в физическое тело, Евгений Левинцов был другим человеком. Он не просто пережил встречу со смертью, он прикоснулся к знанию, которое не укладывалось ни в одно религиозное или научное представление его времени. Уже тогда, еще не открывая глаза, он знал, то, что с ним произошло, попытаются скрыть любой ценой. И это знание навсегда изменило его жизнь, сделав генерала человеком, несущим послание, к которому никто не был готов. Вернувшись к жизни после своего уникального опыта, Евгений Левинцов был поражен глубиной и четкостью полученных знаний о том, что происходит с человеческой душой после ухода из физического тела. По его словам, каждое мгновение, прожитое на Земле, это не просто личная история человека, а серия решений, которые определяют его посмертную судьбу и путь души. Душа не исчезает, не растворяется в пустоте и не теряет сознание, напротив, она обретает полную ясность и абсолютную память обо всем, что было сделано в земной жизни. Генерал рассказывал, что самым ярким моментом его загробного путешествия стала встреча с тем, что он позже описывал как «пространство оценки». В этом пространстве сознание словно сливается с неким универсальным полем, в котором становится возможным увидеть и прочувствовать всю свою жизнь одновременно, со всеми ее деталями, последствиями и влиянием на других людей. Это была абсолютная прозрачность сознания, состояние, в котором ничего невозможно скрыть даже от самого себя. Ложь, оправдания и иллюзии исчезали мгновенно, оставляя лишь чистую истину о прожитой жизни. Каждая мысль, каждый поступок и каждое слово, произнесенное человеком, в этом пространстве представали перед ним с безжалостной ясностью. Генерал описывал этот момент так, словно он смотрел фильм о собственной жизни, но фильм этот был не просто набором воспоминаний, он сопровождался глубочайшим эмоциональным переживанием того, что испытывали люди, которых он когда-либо затронул своими поступками. Он осознал, что душа не судится внешними силами, а сама оказывается судьей для себя, поскольку способна ясно увидеть и почувствовать последствия своих действий. Важнейшим открытием для Левинцова было понимание того, что концепция наказания и поощрения в традиционном смысле не существует. Вместо этого душа оказывается в ситуации полной ответственности за все содеянное. Именно здесь генерал и узнал о трагической судьбе тех, кто прожил жизнь в отрицании, гневе или эгоизме. Эти души оказывались неспособными принять собственные ошибки и вину, из-за чего попадали в состояние зацикленности и замкнутого круга повторения своих худших моментов. Он называл этих душ потерянными, неспособными принять очевидную истину о себе и потому обреченными блуждать в темном пространстве, заполненном хаосом и самообманом. Эти сущности, по его словам, не подвергались каким-то внешним мукам, они сами являлись источником своих страданий, оказавшись в ловушке собственных иллюзий и нерешенных задач. Единственным путем для них была осознанность и принятие ответственности за прошлое, но этот шаг для многих оказывался почти невозможным. Кроме того, Левинцову открылась истина о перерождении души. Он утверждал, что увидел четкий механизм, по которому душа возвращается на Землю, чтобы продолжить исправление своих ошибок и завершить нерешенные задачи. Этот процесс происходит не случайно,
а с участием высшего разума, который учитывает все действия, совершенные в прошлых жизнях, и направляет душу в те обстоятельства, где она получит новый шанс на духовный рост и осознание. Также генерал получил откровение о том, как души выбирают свое будущее воплощение. Этот выбор основан на понимании того, какие именно уроки душа должна освоить, какие ошибки исправить и какую миссию выполнить. Он подробно описал, как увидел многочисленные варианты своей будущей жизни и причины, по которым был возвращен обратно в свое тело. Ему еще предстояло выполнить задачу по передаче этой информации человечеству. Отдельно Левинцов подчеркивал, что после физической смерти человек утрачивает многие иллюзии и предрассудки, существовавшие в земной жизни. С точки зрения души становятся совершенно неважными социальный статус, богатство, власть и слава. Ценность приобретают только поступки и решения, которые влияли на других людей и мир вокруг. Самыми ценными, по его словам, оказались моменты искренней любви, милосердия, сострадания и самоотверженности. Именно в этом пространстве Левинцов осознал истинный масштаб ответственности каждого человека. По его словам, любые поступки, совершенные нами, остаются в вечности, формируя не только личную судьбу, но и будущее всего человечества. Отчетливо увидев это, генерал почувствовал не только тревогу, но и надежду. Несмотря на ошибки, совершенные людьми, каждому из нас дается шанс изменить свое будущее и будущее всех тех, кого мы касаемся. Вернувшись к жизни, Левинцов уже не был прежним. Он стал человеком, знающим истину, которую нельзя скрыть. Генерал понимал, что его миссия состоит в том, чтобы донести до людей важнейшие послания, которое может навсегда изменить наши представления о жизни и смерти. И хотя он уже догадывался, что его попытки донести эти знания столкнутся с мощным сопротивлением, он был твердо убежден, эти знания необходимы человечеству, чтобы пробудиться и осознать всю глубину собственного существования и ответственности за каждый прожитый момент. Когда генерал Евгений Левинцов впервые рассказал о своем опыте клинической смерти и откровениях о загробном мире, реакция властей была немедленной и жесткой. Это произошло в эпоху, когда любое упоминание о духовных измерениях воспринималось не просто с подозрением, а как прямая угроза господствующей материалистической идеологии Советского Союза. Ученые и военные, столкнувшиеся с его свидетельствами, мгновенно поняли, генерал раскрыл истину, которой общество оказалось совершенно не готово. Первым шагом стало объявление информации Левинцова государственной тайной, засекреченной по самым строгим протоколам. Его отчеты были немедленно изъяты из открытого доступа, оригиналы документов исчезли, копии были уничтожены, а люди, работавшие с ними, либо срочно переведены в другие части, либо отправлены в отставку. Левинцова вызвали на серию закрытых заседаний, где ему настойчиво рекомендовали никогда не обсуждать пережитое, особенно за пределами узкого круга доверенных лиц. Причина такой реакции была ясна. Советская наука была построена на строгом материализме и не допускала мысли о существовании сознания вне тела, а тем более о жизни после смерти. Признание фактов, о которых говорил Левинцов, означало бы подрыв устоев существующего мировоззрения. Ученые боялись потерять статус и карьеру, военные — оказаться втянутыми в идеологический саботаж, а руководители партии — допустить распространение идей, которые могли ослабить контроль государства над умами граждан. Особенно тревожным для властей оказалось утверждение генерала о высшем разуме, с которым он вступил в контакт. Это полностью опровергало официальную позицию о том, что сознание является продуктом деятельности мозга и исчезает вместе с его гибелью. Если признать обратное, необходимо было бы пересмотреть всю философскую и идеологическую основу советского государства, что неизбежно привело бы к глубоким потрясениям в обществе и крушению веры в непогрешимость системы. О том, насколько серьезно восприняли опасность, исходящую от знаний Левинцова, свидетельствовали действия КГБ.
Генерал подвергся постоянному контролю со стороны спецслужб, его телефонные разговоры тщательно прослушивались, переписка подвергалась жестокой цензуре, а любое упоминание его имени в научных и военных кругах строго запрещалось. Люди, пытавшиеся с ним связаться или обсудить его идеи, рисковали карьерой, свободой и даже жизнью. Не менее серьезной оказалась реакция медицинского сообщества. Многие врачи и психологи, интересовавшиеся темой клинической смерти, получили прямое указание избегать любых контактов с Левинцовым и его материалами. Те немногие исследователи, кто осмелился открыто поддержать генерала, столкнулись с исключением из профессионального сообщества и лишением права вести научную деятельность. Особенно показательным стало исчезновение известного нейрохирурга профессора Валерия Сомова, который публично заявил о поддержке Левинцова и назвал его свидетельства важнейшими для науки и человечества. Через несколько дней после своего заявления профессор исчез при загадочных обстоятельствах, а его работы были изъяты из библиотек и архивов. Это послужило ясным сигналом для всех остальных ученых. Любые попытки подтверждения рассказов Левинцова жестоко пресекались на самом высоком уровне. Сам Левинцов был вынужден признать, что его попытки распространить знания о загробном мире почти обречены на провал в условиях советской системы. Тем не менее, генерал продолжал тайно фиксировать и документировать свои воспоминания и знания, стараясь сохранить их для будущих поколений. Он был убежден, что рано или поздно наступит момент, когда общество станет способным принять его откровения и использовать их во благо духовного роста человечества. В последние годы существования СССР записи Левинцова и другие подобные материалы были помещены в специальные архивы под грифом высочайшей секретности. Уже после распада Союза часть документов была бесследно утрачена, уничтожена или оказалась в закрытых архивах спецслужб, доступ к которым до сих пор ограничен. Несмотря на это, часть материалов все же удалось спасти и передать на Запад, где они стали предметом внимательного изучения независимыми исследователями и парапсихологами. Сегодня, десятилетия спустя, становится ясно, почему правда, раскрытая Левинцовым, была настолько опасна для советской системы. Признание реальности жизни после смерти, существование души и контактов с высшим разумом ставило под угрозу само существование материалистической идеологии и государственного контроля над сознанием людей. Эта правда могла бы освободить миллионы умов, но именно поэтому система сделала все возможное, чтобы ее подавить, скрыть и забыть. Но истина, однажды осознанная человеком, никогда не исчезает бесследно. Генерал Левинцов, даже оказавшись в условиях полной изоляции и жесткого контроля, сумел донести до нас главное: жизнь после смерти существует, и наша ответственность за каждое действие и мысль гораздо глубже и серьезнее, чем принято считать. И теперь, когда его записи вновь стали доступны, у нас появилась возможность пересмотреть свое понимание жизни, смерти и роли человека во Вселенной. Откровения генерала Евгения Левинцова не сводились лишь к личному переживанию загробного опыта, они содержали важнейшие предупреждения, которые касаются всего человечества. Левинцов утверждал, что высший разум открыл ему не только тайны души, но и тревожную информацию о будущем людей и планеты в целом. Согласно его свидетельству, человечество сегодня стоит на грани серьезной духовной и энергетической катастрофы, последствия которой могут оказаться разрушительными не только на физическом, но и на тонком уровне бытия. Основная угроза, по его словам, заключается в существовании так называемых паразитирующих информационных сущностей, которые способны воздействовать на человеческое сознание, ослабляя волю, разум и способность к духовному развитию. Эти энергетические образования питаются отрицательными эмоциями, страхом, агрессией, чувством безысходности и постоянным напряжением, которые стали характерными чертами современной цивилизации.
В условиях хронического стресса и потери внутренней гармонии человечество становится уязвимым к подобным воздействиям, а души людей рискуют оказаться навсегда потерянными в Междумирье после физической смерти. Левинцов подчеркивал, что эти сущности не являются демонами или чем-то сверхъестественным в религиозном понимании. Это формы сознания, возникшие вследствие накопления негативной энергии, вырабатываемой самими людьми. Чем сильнее в обществе распространены ненависть, жадность, зависть и эгоизм, тем больше таких сущностей формируется, и тем мощнее становится их влияние на человеческие умы. Генерал отметил, что особая опасность этих образований состоит в их способности незаметно и постепенно менять ценностные ориентиры людей, направляя их внимание и жизненную энергию на бессмысленные цели и разрушительные поступки. Особенно тревожным является то, что генералу показали картину ближайшего будущего человечества, в котором подавляющее большинство людей утрачивает способность ощущать духовную связь друг с другом и окружающим миром. Это состояние духовной деградации приводит к глобальному кризису сознания, последствия которого не ограничиваются социальными конфликтами или экологическими катастрофами, они затрагивают саму возможность человечества продолжать свое существование на духовном и энергетическом уровнях. Высший разум указал Левинцову на то, что уже сейчас во многих регионах Земли наблюдается резкий спад общей духовной и энергетической активности, приводящий к появлению зон с аномально высоким уровнем негативных эмоций и хронической депрессии. Важнейшим предупреждением, полученным генералом, стало то, что каждый человек несет прямую ответственность за состояние всего человеческого сообщества. Любое действие, совершаемое одним человеком, оказывает влияние на всех остальных, поскольку человеческие сознания взаимосвязаны на тонком энергетическом уровне. В связи с этим особенно опасными оказываются агрессия, ложь и насилие. Эти состояния не просто вредят отдельным личностям, но и заражают общей негативной энергией большие группы людей, создавая благоприятные условия для разрастания паразитирующих сущностей. Однако, несмотря на столь мрачную перспективу, генерал Левинцов передал и надежду, заключенную в послании высшего разума. Человечеству дана возможность изменить свое будущее, но для этого необходимо глобальное духовное пробуждение и переосмысление роли человека в мире. Главным инструментом для спасения является осознанность, способность ясно видеть и понимать последствия каждого поступка и каждого слова. Левинцов утверждал, что только возвращение к глубокому внутреннему осознанию своих действий и ответственности может предотвратить духовную деградацию и позволить человечеству выйти на новый уровень развития сознания. Высший разум подчеркнул генералу, что ключом к преодолению надвигающегося кризиса является отказ от ложных целей, навязанных системой потребления и массовой культуры, и возвращение к ценностям, основанным на искренности, милосердии, честности и взаимопомощи. Важным является осознание того факта, что душа каждого человека находится в тесной взаимосвязи с другими душами и с общей судьбой человечества в целом. Любое действие, направленное на благо другого человека или сообщества, многократно усиливает общую духовную энергию, способствуя постепенному исцелению общества от паразитического воздействия негативных энергий. Особое внимание Левинцов уделял важности сохранения внутренней чистоты и духовной силы в эпоху информационного и энергетического хаоса. Он говорил о необходимости защиты сознания от негативных воздействий через практики осознанности, внутренней тишины и развития способности различать истинные ценности от навязанных извне ложных идеалов. Высший разум отметил, что только человек, полностью осознающий свою духовную природу и свою связь с другими людьми, способен противостоять негативным влияниям и стать проводником позитивной трансформации общества. Генерал Евгений Левинцов завершил свои откровения предупреждением, что времени на изменение ситуации остается все меньше, и промедление может привести к необратимым последствиям на глобальном уровне. Именно поэтому он считал своей главной задачей донести эти знания до максимально широкого круга людей, несмотря на риск для собственной жизни и репутации.
Сегодня, когда его записи наконец стали доступны, у человечества появилась уникальная возможность не только узнать правду о загробном мире, но и понять, насколько важно осознание своей роли в общедуховной и энергетической судьбе планеты.